И сегодня мы с вами посмотрим на процесс принятия решения, процесс анализа рынка для старших таймфреймов, но, что интересно, он никак не отличается от тех действий, которые мы совершаем, торгуя на младших, на минутках, 5 минутках и так далее. Поэтому, надеюсь, это видео будет для вас полезным и интересным. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и... все, что еще вы можете сделать, делайте. Итак, ну что, давайте начнем. Начнем мы с вами. Я сегодня немного с другого компьютера. Здесь не все мои инструменты. Сейчас вы не видите советника. Но, тем не менее, я думаю, что нам не помешает провести весь процесс. Итак, начнем с вами с инструмента, который называется британец. Пара фунт-доллар. Что мы здесь с вами видим? Вот первое, коллеги, когда вы смотрите на график, первое ваше ключевое действие, я настоятельно вам рекомендую это делать, смотрите на структуру рынка. Даже если у вас нет автоматизации этого процесса, даже если у вас нет там индикатора, который строит уровни, как у меня, все, что вы можете делать, это... Первое, если вы торгуете на таймфрейме выше часового, это отметить недельные максимумы и минимумы. Это можете вы сделать абсолютно. Первое. Затем отметить две точки поддержки сопротивления, где была реакция. Имеется в виду соединить между собой эти точки горизонтальной линией. Вот если мы возьмем с вами горизонтальную линию и поставим, ну, к примеру, вот сюда, где у нас были максимумы в пятницу, мы увидим предыдущую структуру, предыдущую зону здесь, и в то же время мы видим недельный максимум. То есть мы понимаем, что вот это чудовищная область, где с разных таймфреймов мы видим реакцию рынка. То есть так или иначе цена реагировала, там неважно почему, мы видим эту реакцию. И мы отмечаем эту зону как зону интереса, зону принятия решения на будущее. Вот она, первая зона. То есть это уже ответ на вопрос, где лучше действовать. Это снимает лишнее давление, лишнее напряжение, ожидание. Когда ты просто сюда берешь, ставишь алерт или, я не знаю, какое-то уведомление, которое может тебе на почту даже приходить. Или какие-то еще там, да, есть сейчас программ куча, наверное, которые в виде смс тебя уведомляют об этом. Да? Это первая зона. И вторая зона, это вот здесь. Да? Существенная зона, где на этой неделе была реакция. Мы видим здесь и минимум недели, предыдущую структуру, которая была образована в пятницу. Если мы посмотрим налево, мы также увидим с вами много зон поддержки там. Вот мы определили границы канала, да? Еще одна граница вот здесь проходит, обратите внимание. Мы видим лоу торгов, активных торгов, вот перед выстрелом сумасшедшим в пятницу. Это середина диапазона 23 500. Максимумы, которые нас могут интересовать, это 24 700. И минимумы это в районе 22 700, то есть мы видим, насколько симметричны вот эти значения, примерно на 100 пунктов диапазона. То есть здесь 100 пунктов, отсюда сюда примерно, и сюда 100 пунктов. То есть мы подразумеваем, что вот эта зона, небольшая полка, тоже нам может быть интересна на нашем часовом таймфрейме, но видим ли мы здесь слева так много реакций или так много важных структур, да или нет? Нет, абсолютно. Соответственно, эта зона больше и лучше ее использовать для тейк-профитов, для взятия прибыли, если, допустим, на будущей неделе, то есть мы уже начинаем строить модель, как будем входить в эту сделку. Да? Если рынок вернется, будет тестировать зону или будет чуть выше, то мы селим здесь при первых сигналах. Где наши цели? В этой области у ближайшей структуры, не обязательно там ставить на абсолютный минимум. Да? Сейчас мы общий макет сделки строим, потом мы немножко глубже копнем. Что важно, все мои стоп-лоссы должны быть за этими зонами. Здесь плюс-минус. И за нижней границей здесь. Это важнейшее правило. Нужно ставить стоп там, где, если цена до него дойдет, ваш анализ, ваш план и, собственно говоря, ваше определение тренда или структуры будет нарушено, в том смысле, что если рынок пробивает и выбивает ваш стоп, чаще всего это ведет к изменению тренда. То есть вы, выходите из сделки и затем тренд меняется. То есть вы по факту выходите с лоссом, но при этом меньшим, да, если вы вообще бы его не поставили. Это очень важный момент, то есть назначение стоп-лосса там, где цене не свойственно быть, если ваш план работает. Очень важно.
Соответственно, наши стоп-лоссы здесь мы не должны нарушить эту важную структуру, где была реакция здесь и здесь. Соответственно, если цена приходит, и мы видим сигнал. Какой сигнал? Вот это самое главное. Это то, над чем каждый трейдер работает. Это над определением тенденций. Тенденции — это что происходит, когда цена входит в мою зону. Что я там вижу? Зону вы можете легко определить. Но все, что вам нужно, взять 200, 100, ладно, 50, отметить 50 зон, допустим, там недельный high-low, максимум, и 2 точки касания какого-то предыдущего уровня, предыдущей структуры, например, вот раз, два, или какую-то другую взять. Там имеется в виду другой инструмент, либо там не часовой график, 4-часовой, вообще не важно. Что происходит в моих зонах? Почему цена отбивается, по каким сигналам? Как эта комбинация выражена? В чем она выражена? В 3 свечах, например, или в более низкой цене закрытия, или в паттерне каком-то. Вот, например, мы используем разворотный паттерн, слабое дно, разворотное дно, сложно слабое дно и так далее. То есть у нас целая серия паттернов, которая чаще всего встречается в этих зонах и чаще отрабатывается. Это называется тенденции, то есть какие паттерны я вижу, которые ведут к тому, что цена отбивается от моей зоны. Или же, если, допустим, мы пробиваем, то какие паттерны ведут к сигналу на продолжение движения. Потому что возле уровня 3 основных сценария. Это отбой от уровня, это пробой и продолжение. После того, как мы пробили уровень, продолжение в том направлении, куда мы пробили. И третье — это ложный пробой. 3 основных, в принципе, больше ничего здесь не может быть. Либо мы дойдем сюда, будет сигнал, и, допустим, мы отобьемся. Либо мы пробьем, допустим, скорректируемся, либо пробьем, сразу там будет сигнал. Да, и рынок усилится, либо мы пробьем, потопчемся и обратно вернемся. Все, больше здесь нет других сценариев. И ваша задача посмотреть на тенденции, что происходит, когда формируется ложный пробой, что происходит, когда формируется истинный пробой. Что значит истинный пробой? Цена пошла дальше, по тренду, куда пробила уровень сопротивления. Если мы пробили, пошли наверх, уровень поддержки пошли вниз. Очень-очень важно, это настолько базовые вещи, потому что уровни видят абсолютно все трейдеры. Если цена дважды реагировала возле предыдущей структуры, крайне вероятно, что она среагирует в 3-й раз, либо если пробьет, то рынок ускорится. Вот таким образом. Вот здесь, например, мы видим структуру. Посмотрите, мы здесь пробили, как пушка, рынок выстрелил до следующей зоны. Да, и сейчас эта зона потенциально может выступать в качестве зоны поддержки, но опять же таки мы видим впереди еще небольшую полку здесь. Да, и вот это тоже интересный момент. Это называется технический карман, технический потенциал, потому что уровни, они порой бывают очень близко друг к другу, и это то, на что я обращаю внимание. Вот, например, если я сюда поставлю горизонтальную линию еще до пробоя, мы увидим структуру, левее структуру. Здесь куча уровней, да или нет, да. Пробили, но кармана впереди нет, потому что если я здесь покупаю, допустим, на пробое, да, уровня при сигналах, естественно, то мой стоп должен уйти сюда. Это риск 70 пунктов, чтобы сделать сколько? Там 40 пунктов плюс-минус. У меня нет технического кармана. Да, понятно, что если у тебя тейк меньше, чем там стоп или тейк совсем небольшой, цена быстрее до него дойдет, и будешь иметь очень высокую вероятность отработки. Но что если у тебя будет период, когда твоя вероятность отработки упадет, там не будет 70, допустим, процентов прибыльных сделок, а там 30? Что будет происходить? Ты в глубокую просадку войдешь, поэтому вот это очень важно. Технический карман, потенциал, куда цена может пойти, потому что рынку свойственно реагировать на ключевые зоны поддержки и сопротивления, то есть тестировать, отбиваться, делать какие-то паузы, особенно если это уровни, от которых уже были существенные реакции. Поэтому цель этого видео очень простая, трейдеры. Все, что вам нужно сделать, это открыть свой график, убрать вообще все лишнее с него и работать в своем фрейме. Свой фрейм — это значит, что если вы торгуете swing, это часы либо 4-часовые. И все, что вы делаете с точки зрения уровней, вы смотрите на daily и weekly, дневные недельные уровни, либо так называемые зоны, где было как минимум 2 касания, потому что уровень действительный там, где были как минимум 2 касания. Поэтому, когда, например, речь идет о торговле от уровней, что мы делаем с трейдером? Вот, допустим, у нас есть уровень. Давайте вот я нарисую здесь. Допустим, вот у нас уровень здесь. Он сформировался, потому что здесь когда-то уже цена была, потом рынок отбился, да, ушел сюда, и, например, через некоторое время снова цена пришла. Мы не продаем вот здесь при тесте, при том, когда цена подходит. Что мы делаем? Мы ждем здесь паттерн, когда цена отобьется и снова придет. То есть мы видим еще один тест зоны, и затем мы ждем дополнительный подтверждающий сигнал. Как правило, это пробой минимум. То есть мы хотим увидеть реакцию от этого уровня, и затем пробой
локальной структуры, то есть двойное подтверждение мы можем продать здесь на правой стороне, ретест, да, еще раз уровня. Но лучший сигнал, когда мы пробиваем минимум, потому что рынок может смело продолжить. И чаще всего допускают такую ошибку трейдеры, попадающие в контртренд. Почему у вас возникает много лоссов, и у меня такое раньше было, когда каждый раз ты видишь рынок ретестит уровень, все, это сильный уровень, его протестировали, я беру самую выгодную, самую большую, там, самую крутую цену, бум, новый максимум, потом ты снова видишь такую ситуацию, снова хочешь, бум, новый максимум, то есть рынок продолжает движение. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это добавить фильтры, даже если там, я не знаю, вы торгуете против тренда, либо чтобы не попадать в контртрендовые ситуации, это классный фильтр, который вам очень-очень сильно поможет. Поэтому две точки касания, паттерн, который вы регулярно видите на графике, своем графике, на своем таймфрейме, в своем активе. Вы можете провести исследование, то есть 200, 300, 400 повторений, и затем это исследование вот так вот сделать в стратегию, в последовательность, то есть, допустим, уровень, паттерн и какой-то дополнительный фильтр, сигнал, и затем перенести это на демо-счет, начинать репетировать. То есть сначала вы тестируете, смотрите, как бы ваши действия выглядели на графике, и желательно делать пометки каждый раз на графике. Ага, здесь был вход, там, допустим, стоп такой, ага, если стоп такой, то меня выбило тиком, как можно лучше стоп. То есть вы делаете такое колоссальное исследование вокруг своих сигналов, паттернов, да, и смотрите, как вы можете улучшить, то есть как бы вы это в реале принимали. Это первое. Тем самым вы немножко начинаете формировать у себя представление о своей сделке, как он выглядит, да, как выглядит ваша комбинация. Затем следующий ключевой ваш шаг – это внедрение, но на демке, потому что все-таки на историю посмотрел, как-то прикинул, этого недостаточно. Начинаешь крутить на демке и уже что-то отсеивать, что-то отфильтровывать и добавлять управление позицией. То есть уже смотреть, как лучше двумя позициями торговать, трейлить стоп, либо использовать фиксированный риск-менеджмент, или торговать, там, я не знаю, 1%, полпроцента, какая будет просадка и так далее. То есть вот эти все моменты проработать, и затем уже переходить на реальный счет. Очень-очень-очень-очень важный момент. В общем, если это видео для вас было интересным и полезным, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Хотел вам дать больше ситуаций, больше сделок разобрать. Но на самом деле главнейшая цель любых моих тренингов, любых моих видео не сказать вам даже, что нужно делать, а дать вам подсказки, и чтобы у вас вот здесь щелкнуло, и вот это будет тот самый поворотный, разворотный момент вашей торговли. Все, всего доброго и до встречи. Пока.